Друзья, всем большущий привет! Сегодня хочу сделать небольшой компактный станок для гаража или мастерской. Особенно он подойдет для небольшой мастерской. Станок имеет простую конструкцию и сделать его сможет любой при наличии дрели и болгарки. Итак, приступим. Из фанеры, в моем случае это фанера толщиной 12 мм, вырезаем несколько круглых заготовок. Удобнее это сделать коронкой по дереву, диаметр моей коронки 64 мм. Затем отверстие, оставленное центровочным сверлом от коронки, увеличиваем до 8 мм. А после с помощью наждачки убираем все заусенцы. При помощи столярного клея склеиваем наши кружочки, а точнее заготовки между собой, а после стягиваем все это дело длинным болтом М8. Для пущей надежности я еще добавил пару саморезов 70 мм. Убираем наш пирог на сушку и двигаемся дальше. В соединительную гайку М14 я вставил болт М8 и через шайбы стянул все это дело. Зажал все это дело в дрель, а дрель зажал в тиски и при помощи болгарки с установленным на нее лепестковым диском сточил грани и придал цилиндрическую форму. После этого поменял диск на отрезной и сделал на полученном цилиндре насечки. Пирог наш тем временем подсох, зажимаем его в дрель и болгаркой снова придаем ему форму. Потом я зажал его в тиски и по центру 20-м пером просверлил несквозное отверстие на глубину, равной глубине обточенной соединительной гайки. Развел немного эпоксидного клея, обмазал получившийся цилиндр. Кстати, вот для этого и были нужны насечки. И с помощью тисков запрессовал все это дело. В итоге получилась вот такая деталь. Далее из обыкновенного черенка я отрезал заготовку длиной 7,5 см. При помощи угольника и линейки разметил центр. 20-м пером сделал углубление примерно на 7 мм. Эту процедуру я сделал с двух сторон заготовки. После 10-м пером просверлил сквозное отверстие. Есть у меня пара вот таких подшипников, маркировка на них 608 RS. При помощи все тех же тисков я впрессовал их в проделанные углубления. Затем все по старой схеме: болт, дрель, тиски и болгарка. Итог работы — вот такой ролик. Далее переходим к изготовлению станины нашего станочка. Я буду использовать уголок с шириной полки 80 мм и толщиной металла 5 мм. Для первой детали отрезаю пластину длиной 30 см. Старую краску я снял при помощи ведьмы, установленной на болгарку. На пластине необходимо просверлить отверстие диаметром 14 мм. У меня такого сверла нету, поэтому я просверлю сначала сверлом на 5, затем рассверлю до 10 мм, а дальше доведу напильником. Идеально круглое отверстие здесь не принципиально. Все последующие детали я буду делать из того же уголка, размеры все произвольные.
Далее с полученных деталей я отрежу все лишнее, а также срежу углы. Это у меня неудачное отверстие, я его тоже отрежу. На этой детали просверлю отверстие, затем их отшлифую. После шлифовки детали выглядят вот так. Все из того же уголка я отрезаю полосу шириной 3 см и длиной 17 см. Также сразу срезу лишние углы. Далее по краям полученной детали сверлим отверстие. Ну вот я сварил первые 3 детали. Вот такая самоделка выглядит на этом этапе. Для следующей детали понадобится вот такая пластина из того же уголка и полоса, отрезанная от этого же уголка шириной 1 см и длиной 12 см. От пластины нам нужно отрезать вот этот сегмент. Прошу прощения за сварные швы, я не профессиональный сварщик, именно поэтому все швы я шлифую. Вот что у нас получилось. Далее просверлим 2 отверстия. Для последней детали я взял и сварил 2 пластины между собой. Ничего сложного и необычного. Вот что получилось в итоге. Отверстие сверлил не я, оно уже было в уголке. Затем эти 2 детали я сварю вместе вот таким образом. После этого все окрашу и уже будем собирать готовые изделия. Ну, приступаем к самому интересному процессу сборки. Комментарии, думаю, будут лишними.
В итоге у нас получился отличный маленький мощный гриндер. В мастерской или небольшом гараже этот малыш впишется в любой угол. Многие люди, которые увлекаются ножеделием, зачастую занимаются этим на своих балконах, где места с трудом хватает для их хобби. Этот самодельный гриндер впишется в такую мастерскую без проблем. Еще один немаловажный плюс – это то, что болгарку можно использовать по ее прямому предназначению. Просто открутить два болта и ведущий вал, и можно резать либо шлифовать. Я думаю, не стоит рассказывать о том, что можно делать на этом станке, все и так знают. Друзья, если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока-пока.